Объекты фонда SCP. SCP-129. Прогрессирующее грибковое заражение. Объект номер SCP-129. Класс объекта Кетер. Особые условия содержания SCP-129 широко распространен в природе и ежедневно заражает большое количество людей и животных. В связи с этим прилагаемые усилия по содержанию объекта сосредоточены на лечении зараженных особей и на уничтожении всех известных видов семейства SCP-129. Несмотря на то, что как минимум 98% обитателей Земли обладают иммунитетом к одному или нескольким видам SCP-129, эпидемии, достигающие третьей стадии и выше, описанные ниже, должны быть как можно быстрее локализованы с помещением всех зараженных в карантин, с соблюдением высочайших мер эпидемиологической безопасности. Дополнительная информация приведена в документе номер 129А1. В случае возникновения эпидемии 4 и 5 стадии, в дополнение к вышепереведенным процедурам, следует: данные удалены. Согласно описанному в документе номер 129А2, требуется 4-й допуск допуска. Описание SCP-129 представляет собой семейство грибка, включающее как минимум данную удалены видов, способного заражать любое животное через слизистые оболочки. Заражение SCP-129 протекает в 5 или менее этапов. Зависит от числа видов SCP-129, участвовавших в заражении, индивидуальных особенностей иммунитета и ряда других факторов, каждый из которых ускоряет наступление последующего путем снижения сопротивляемости организма зараженного сопутствующей инфекцией. После некоторых событий в историческом прошлом большая часть животных, включая человека, обладают естественным иммунитетом к видам с SCP-129-04 по SCP-129, данные удалены. Поэтому эпидемии, достигающие третьей стадии, весьма редкое явление. Впрочем, они имеют все шансы перерасти в нечто большее, не будучи своевременно обнаружены и взяты под контроль. Все известные случаи заражений, прошедшие через все 5 этапов, описаны ниже. Однако данные удалены, скорее всего, были вызваны мутациями грибка. Первый этап. Заражение начинается с того, что первый вид SCP-129-01 атакует слизистые оболочки жертвы и начинает быстро и незаметно размножаться. Иногда пострадавший может почувствовать слабый дрожжеподобный запах, но чаще всего этот этап протекает без симптома. После этого второй вид SCP-129-02 тоже может заражать носителей, вызывая у него симптомы, напоминающие начало острой респираторной вирусной инфекции, типичной простуды. Иммунная система жертвы, ослабленная атакой SCP-129-02, не может более препятствовать дальнейшему укреплению SCP-129-01. SCP-129-01 и 02 чаще всего покидает тело носителя в течение 4-6 дней. Оба вида грибка широко распространены, хотя большая часть живых существ не имеет или имеет очень слабую от них защиты, сами по себе они не представляют большой угрозы, за исключением того фактора, что облегчают заражение видом SCP-129-03. Второй этап. В то время как нормальная слизистая оболочка обычно успешно противостоит заражению SCP-129-03, ослабленная на первом этапе, она значительно снижает свои защитные свойства. Проникнув в организм носителя, SCP-129-03 изменяет его слизистую, кровь и лимфу, создавая из них среду, благоприятную для развития других видов SCP-129. Симптомы второго этапа инфекции включают значительное усиление отделение слизи, хронический кашель из-за избытка мокроты, продолжительную субфебрильную температуру, повышенную потливость и слюнообразование, небольшую тягу к овощам и склонность к ощущению странного вкуса у некоторых фруктовых соков. Продолжительность болезни после заражения SCP-129-03 может длиться от 2 недель и до 4 месяцев, пока иммунная система не справится с грибком или пока не начнется третий этап болезни. В течение жизни второй этап развивается у как минимум данные удалены процента всех людей, однако благодаря наличию естественного иммунитета, даже несмотря на второй этап инфекции и исключительной редкости вида,
ответственного за наступление третьего этапа. Третий этап развивается умнее, чем данные удалены процентов от изначального числа исходных данных удалены процентов. Третий этап в отсутствии SCP-129-03 практически все живые существа иммунны к 3 видам, ответственным за развитие этого этапа. Тем не менее, малая часть инфицированных на втором этапе болезни может оказаться заражена одним или несколькими из них. В этом случае грибковая инфекция закрепляется в организме и не может быть излечена без применения особых мер. Каждый из 3 видов, приводящих к третьему этапу заболевания, вызывает у носителя характерные только для него симптомы. SCP-129-04 вызывает обильное слезотечение, лакримацию, легкое пожелтение белков глаз, данные удалены. SCP-129-05 данные удалены, приводящие к утолщению ногтей и усилению секреции ушной серы. SCP-129-06 данные удалены, в частности яркому желтому цвету мочи и образованию гранул в фекалиях пострадавших, причем все эти выделения обладают сильным дрожжевым запахом. Те из жертв, кто был заражен всеми 3 видами паразитических агентов одновременно, в течение нескольких часов выказывают симптомы сильной лихорадки или хуже и остаются прикованные к постели на срок от 3 до 5 недель. По прошествии этого времени симптомы болезни не отступают, но хотя жертва и кажется пошедшей на поправку, в действительности SCP-129 распространяется по всему ее телу, способствуя наступлению 4-го этапа. 4-й этап. Зараженные, достигшие 4-го этапа, выглядят вполне здоровыми, возможно, даже более здоровыми, чем были до инфицирования SCP-129. В действительности виды SCP-129 с 1 по 6 распространяются в теле жертвы, полностью встраивавшись в иммунную, дыхательную, кровеносную, репродуктивную, данные удалены и центральную нервную систему. Грибница всех видов SCP-129 проникает в кожу носителя и заменяет некоторую часть вплоть до данных удалены процентов его волос. Ее нити, гифы, внешне неотличимы от натуральных волос, используются для заражения других особей. Любой потенциальный носитель, соприкоснувшийся с проросшими гифами, имеет шанс заражения, равный 9 данные удалены процентов. Гифы одинаково заразны, вне зависимости от того, из какой части тела они выросли, хотя данные удалены при передаче половым путем, что может быть вызвано данные удалены. Несмотря на вполне возможно, что благодаря повышенной подверженности заражению SCP-129 больные на 4-м этапе сопротивляются патогенным вирусам и микроорганизмам гораздо успешнее обычных особей своего вида. У всех известных зараженных, достигших 4-го этапа заболевания, развивался 5-й этап. Либо они умирали в течение данной длины недель. 5-й этап. Симптомы этого 5-го этапа развития инфекции зависит от многих факторов, включая как виды грибкового семейства, участвующие в его развитии, так и генетические, физиологические факторы, особенности окружающей среды и многие другие. В целом, как и на 4-м этапе, все зараженные весьма опасны, поскольку могут распространять болезнь даже среди тех, кто ранее проявлял к ней полную невосприимчивость. Несколько отличительных симптомов, описанных на 5-м этапе. Февраль. Данные удалены. Очевидец, ехавший в пригородном поезде, в данные удалены описал женщину, которая неожиданно раздулась и лопнула, подобно шарику. Однако вместо крови и внутренностей вагон оказался заляпан чем-то вроде нити и грибных спор. Последующий анализ показал, что жертва была заражена SCP-129-09, SCP-129-14 и SCP-129 данные удалены. Все пассажиры поезда и вещи из вагона были перемещены под карантин. Людей подвергли эвтаназии и все сожгли согласно протоколу. Данные удалены жертв, включая данные удалены сотрудников организации. Май данные удалены. Череда исчезновений в данные удалены привела поисковиков к пещере, находящейся в нескольких километрах от города. Внутри находились несколько груд пульсирующей смеси из плоти и неопределенных порослей. Хотя большая часть найденных объектов были бесформенны, в некоторых при желании можно было заметить очертания человеческих тел, часть удалось опознать как пропавших горожан. Исследователи заключили, что жертвы той комбинации видов SCP-129 стандартным образом взаимодействовали с населением, пытаясь заразить как можно большее количество людей, пока через какое-то время не оказывались в пещере. Как, а главное, для чего они туда приходили, до сих пор неизвестно. По прибытии жертвы трансформировали в те самые пульсирующие холмы разросшейся плоти, которые, по видимости,
представляли собой организмы, задуманные в качестве долговременного источника пищи для SCP-129, поскольку последующий анализ показал, что их жизнедеятельность могла продолжаться более данной удаленных лет, вскрытие обнаружило присутствие SCP-129-10, SCP-129-11, SCP-129-14 и SCP-129 данной удалены. Участок был изолирован и обработан согласно протоколу, известно о данной удалены жертвах. Данные удалены.